Дорогой компьютер, привет. Наверное, ты не ожидал такой Меня зовут Алина, и мне нужна твоя помощь. Мне нужно собрать компьютер, который сможет VR и его запись в Full HD. Из нынешней сборки я выжила максимум. А если подрубаю руки, начинается слайд-шоу. Ну и ни о каких стримах не идет и речи. А хотелось бы. Бюджет 80-90 тысяч. Ну, вроде все. Люблю тебя. Окей, погнали, у меня тут один дубль на все это. Добро пожаловать. Заваривайте чай, садитесь поудобнее. Сегодня я собрал вас здесь, чтобы рассказать историю. Показать не просто сборку, но и путь, по которому мы прошли. Все-таки это легендарная история с легендарными людьми. Радовался своей гениальности, ну, я же гений. Произошел коллапс, троллинг, так сказать. Шутить про мать нельзя. Конечно, была в шоке от подобных запросов в ее сторону, но более-менее справилась. Даже купил гравировальный аппарат. Да, эта история началась довольно давно. Еще тогда, когда я монтировал видео на ноутбуке и испытывал лютый бадхерт от вылетов и зависаний. Слайд-шоу, конечно, стало чем-то вроде стиля, но делать тот контент было тем еще мучением. Тогда у меня был Acer Aspire много буков, которые вы можете сами прогуглить, если есть желание. Ну да неважно. В то время я и решил начать собирать на компедуктер. Но Алина пообещала ставить на крышке компании каждого, кто задонатит. Да, было время. В тот момент моей целью было выжать максимальную производительность за минимум вложений. Смотрел детали на вторичке, радовался своей гениальности. Ну, я же гений, да? Думал, что уложусь в 60 тысяч. Время шло. Люди донатили, я копил. В один момент мне подогнали великолепный Pentax 2 ядра 2 потока, на котором дело пошло чуть лучше. Это радовало, и даже получилось более-менее нормально постримить. Тогда мне в голову пришел план заказать сборку у известного некоторым Олега компьютера. Все-таки у меня нет знаний, чтобы нормально собрать что-то самому, особенно на вторичке. И я отправил то самое видео, но ответа так и не последовало. На праздничном стриме сбор средств был окончен, с канала получилось собрать 60 тысяч, из своих сэкономленных еще 40, и того 100 тысяч на игровой компьютер для работы, ведь я почти не играю. Но везде есть исключения. Со сборкой мне помогали несколько людей, и спасибо вам большое. Но я остановился на сборке Иликса. Приоритеты поменялись. Сборка была направлена на надежность и производительность. А значит, покупать надо было только новые детали. Но это не самое страшное. Самое страшное, что в сборке не было видеокарты. Мы ставили на то, что стоит подкопить и взять получше, если повезет, поновее. Что ж... Криптовалютная лихорадка набирает обороты. Обрисуй ситуацию, которая сейчас происходит на рынке. И почему? Понимаете, насколько это пиздец? Сердцем этой чудесной машинки стал процессор от AMD Ryzen 7 серии 3800X. 8 ядер, 16 потоков. Игровой? Да. Обошелся он мне в 25 тысяч. Такой камень может во все задачи, которые приходят мне в голову, будь то игры или программы для монтажа или моделирования, или стримы, а значит все вместе тоже. Как я понял, покупка процессоров от AMD это порой рулетка.
Я слышал, что в 3800 отбирают самые удачные версии 3700, поэтому я все-таки остановился на старшем брате. И вроде не ошибся, 4,5 МГц по всем ядрам, это приятно. Поддержка 4-го PCI Express, тепловыделение 105 Вт, но это же Ryzen, значит, может быть и в 2 раза больше. Процессор очень горяч. Поэтому в качестве кондиционера был выбран красивейший черный Enermax BTS, господи, T50AX Silent Edition с ТДП в 230 Вт, чего должно с лихвой хватить на наш милый камушек. Тихий и аккуратный, без подсветки, ничего лишнего, и даже термопаста в комплекте, ну, сосочки, пусть она и на один раз. Этот кулер стоит 3500, и он большой как мать. А она у нас непростая. Шутить про мать нельзя, но, как говорится, в семье не без РГПТ подсветки. Да, вашему вниманию ASRock B550M Steel Legend. Все еще легенда, так сказать. Маленькая, миленькая, прямо как Лоли девочка, на которую отлично встает наш... Ладно. Мать действительно красивая. B550 чипсет. Поддержка 4-го PCI Express. 2 M2 слота. И стальной разъем для видеокарты, спасибо, мамаша. Единственное, что в ней не так, это идиотская настройка скорости вертушек в биосе. Ну, с этим можно уживаться. За такую мать я отдал 11 тысяч, но все мы знаем, мать за деньги не купишь. В отличие от видеокарты, для тех, кто не в курсе, за последние пару-тройку месяцев с видеокартами произошел коллапс. Причем по всему миру, троллинг, так сказать. Цены взлетели, причем во многих случаях в 2 раза. Поэтому многим, кто копил на новенькую карту, пришлось пососать бибу майнеров и перекупщиков. Помните, я говорил про план? К моменту выхода NVIDIA RTX 3060 Ti я успел выкупить все остальные детали и с трудом набрать 40 тысяч на эту прекрасную Founders Edition. Даже пришлось чуть-чуть одолжить. Я мониторил цены в день старта продаж. И как же я был удивлен, когда увидел, что Founders Edition вообще не стали продавать. Но были варианты от других компаний, от 45 тысяч. За столько я и взял MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC. Одна из самых дешевых 3060 Ti. 8 гигабайт видеопамяти. Это хорошая карта. Забавно было тогда обсуждать такие вещи. Повезло. И пусть цены кусаются, мы все-таки собираем комподастер. А любой комподастер был бы бесполезен, если бы на него нельзя было накачать аниме-картинок. А для аниме-картинок, для качественного переноса, нужен качественный SSD, да, Олег? Представляю вам Samsung 970 EVO Plus на 500 гигабайт. Это довольно известный малыш и не дешевый для своих объемов. Я взял его за 7000. Скорость чтения записи 3 гигабайта в секунду. К сожалению, только 3-й PCI, но этот мальчик лучший среди третьих. Вы можете подумать, что 500 гигабайт это мало, но мне пока хватает. Не менее важная часть — это оперативка. Погодите. Глотнул сока в фуре. И тут у нас строгий HyperX Fury HX436C18 Fubu 4K2 деленное на 30 дроби. Две плашки, 16 гигабайт каждая, 3600 МГц, 13,5 рублей. Эти близняшки устроили мне хороший такой взлом жопы, когда запустились на 2400 МГц. С трудом
и помощью их получилось завести на 3533. А вы говорите, что фурия это хорошо. Кстати, о животных. Здесь у нас просто сильнейший блок питания с бабочкой на логотипе. Это Суперфлауа Leadex Silver на 750 ватт за 8000 рублей. Красивый, со съемными черными кабелями. Сертификат 80 плюс Silver. Думаю, этот БП у меня будет даже в следующем компе. Если такой когда-нибудь появится. Туда же могут пойти и 4 белые вертушки от Fractal Dynamics Pro. Чё сказал вообще? Туда же могут пойти и 4 белые вертушки от Fractal Design Dynamic по 1000 каждая. 3 на вдув, 1 на выдув. Очень тихие и красивые. И естественно, все это чудо надо куда-то упаковывать. Причем желательно, чтобы было красиво, строго, надежно, со стеклянной панелью, с хорошей продуваемостью, а главное дешево. И пусть все вместе обычно не встречается, один такой все-таки есть. Итак, последняя часть моего ПК. Deepcool Matrix 55 Mesh Black. Красивый, массивный, металлический. Невероятно большой по моим меркам. Даже моя маленькая сборка в нем буквально утопает. Обошелся он мне всего в 3000, и несмотря на это, на него очень приятно смотреть. Что мы имеем в итоге? Минимум подсветки, строго и аккуратно, надежно. И обошлась такая сборка, к сожалению, действительно не в 100 тысяч, У меня написано посчитать. Погодите. И обошлась такая сборка, к сожалению, действительно не в 100 тысяч, а в 120. Что более грустно, сейчас стоимость получится еще 1050 больше. Но это не отменяет того, что сборка получилась шикарной. Все, что я не запускал, все работало идеально. Но поскольку в таких видео обычно есть тесты, держите Киберпанк в разрешении Full HD с максимальными настройками графики, в том числе с максимальной трассировкой лучей. Маленькая 3060 Ti, конечно, была в шоке от подобных запросов в ее сторону, но более-менее справилась. Что не скажешь о процессоре, на который я еще и закинул запись всего этого цирка. То, что пару раз мне удалось загрузить его на 80%, уже достижение. В таких условиях игра выдавала в среднем 40-60 FPS, которые падали до 30 при быстрой езде по городу. А так как я сижу именно на 60-герцовых Full HD мониторах, видеокарты мне более чем хватает. Так что сборка мне нравится. Дорогие мои, благодаря вам у меня все-таки есть этот компьютер. Спасибо огромное. И не только тем, кто донатил, но и тем, кто просто смотрел и поддерживал. Спасибо. Ну а донатеры? Что же, они этого ждали, и они это получат. Чтобы увековечить имена тех, кто донатил мне на ком, я даже купил гравировальный аппарат и начал делать это. Представляю вам этих легендарных людей, что еще тогда поверили в меня.
и людей, которые будут со мной еще очень, очень, очень долго. Да, ребята. Когда я впервые об этом задумался, это было что-то вроде далекой мечты. Одной из тысяч неосуществимых идей, которые будоражат наше сознание, пока мы думаем, что да, было бы классно, но он стоит здесь, перед нами. Теперь вы часть меня. Поздравляю с этим сомнительным достижением. С вами были Алина и Игорь. И думаю, будут. До встречи.